За последние несколько лет все очень сильно изменилось, и довольно-таки долгое время мы искали возможности зависать на студии практически круглые сутки, чтобы можно было полноценно работать над собственными треками. Но в связи с тем, что съемная студия — это ограниченное время, даже если ты снимаешь себе, допустим, какое-то помещение на месяц, но у тебя нет возможности просто поехать туда и на месяц там жить и работать, тебе нужно какое-то помещение, которое не будет использоваться никем. То есть у тебя будет возможность приходить туда в любое время дня и ночи и делать нужные тебе перерывы между сессиями, когда у тебя какие-то другие дела. Потому что за последние пару лет мой основной канал на YouTube, Hellscream Academy, набрал больше 100 тысяч подписчиков, и мне приходится заниматься еще и им. Параллельно с этим, естественно, мне приходится работать со своими студентами, и все это отнимает очень много времени. То есть мне пришлось искать баланс между временем записи, студентами и работой фактически на YouTube, потому что для меня YouTube сейчас стал фактически основной работой. Квартира, в которой мы жили, мы ее продали, купили сейчас дом и построили в нем внутри студию. То есть фактически у нас на первом этаже здания расположена барабанная комната, вокальный бокс и, соответственно, вот эта вот контрольная комната, в которой я провожу большую часть времени, потому что она здесь уже вся сделана, осталось только вот чуть-чуть по мебели доставить. Вот, и все будет готово. За это время мы сменили порядка 5 звукозаписывающих студий, где результат исходников нас просто никак не устраивал. И мы пытались найти способ, как добиться именно того звучания, которое нам хотелось. В одной студии мы получили довольно-таки неплохой результат, но тут опять вот этот момент, когда тебе надо уезжать, приезжать. То есть у тебя постоянно будет меняться сетап, соответственно, это будут меняться положение микрофонов, а, соответственно, будет меняться звук у барабанов. И, соответственно, будет меняться звук в каждой песне на альбоме. Мы, соответственно, пытались этого всеми способами избежать. Имея свою собственную студию, даже не профессиональную и не полупрофессиональную, потому что барабанная комната не была никаким образом построена, мы просто ее немножко звукоизолировали так, чтобы она не давала слишком много лишних отражений. И в течение, наверное, месяца я ставил микрофон, настраивал барабаны, чтобы приступить к записи. И когда мы начали работать над первыми треками и скинули звукорежиссеру, которого мы тоже искали довольно длительное время, который будет заниматься сведением альбома, он нам сказал, что это лучший результат из того, что мы ему показывали. Кстати, сведением нашего нового альбома будет заниматься Андрей Бродский. Ну и в результате в прошлом году, в феврале, мы сели писать барабаны, и, наверное, в течение 3 или 4 месяцев, где-то 2 раза в неделю мы садились работать по там 7-8 часов. Барабаны стоят, микрофоны стоят, их никто не трогает. То есть мы записали кусок, то, что нам нужно было песню. У нас идет неделя, рабочие дни, там переговоры, какие-то встречи. Я куда-то уезжаю, приезжаю, то есть постоянно где-то какая-то движуха. Через неделю или там, например, даже через 2 мы садимся опять писать барабаны, а их никто не трогал. Они как были настроены, как они стояли в этой позиции, как стояли микрофоны, так все и стоит. Понятное дело, что периодически приходилось подтягивать пластики, потому что это вот непосредственно сам инструмент, его нужно немножко подстраивать. Но результат, который мы получили, нас полностью на все 200% устраивает. Это тот самый звук, которого нам хотелось, наверное, добиться с самого первого альбома, но как раз вот за эти вот несколько лет, пока мы готовились к записи этого альбома, я занимался изучением как раз того, как все это дело записывать, как это сводить, как это собирать, чтобы понимать, каким образом достичь того результата, который мне нужен. Ну и самым оптимальным вариантом было записать демо-версии всех песен так, чтобы они звучали фактически как на альбоме. Не со сведением, конечно, а вот именно чтобы все инструменты, все звуки, которые мы хотим туда поместить, были уже на самой демо-записи. В 2016 году, когда мы отыграли очередной сольный концерт в Москве и записали его и сняли как лайв-DVD, мы обнаружили очень интересную тему, которая поселила у нас в сознании одну очень интересную идею. Все песни, которые мы играем на концертах, они играются под метроном, с подкладом. То есть какие-то взрывы, бэки, инструменты, эффекты какие-то, это все лежит в подкладе. Даже переключение гитарных эффектов завязано на проект, что очень сильно упрощает задачу по настройке звука, так как всегда и везде у меня свой звук с собой. Так же, как и у Паши и у Макса. Естественно, точно так же дела обстоят и с вокалом. То есть, где мне надо, у меня включается дилей, где мне надо, у меня включается радиозвук и подобные эффекты. Но вот одну песню мы всегда с самого начала существования группы играли вживую без метронома и каких-либо подкладов, потому что их там в принципе просто нет. Ну и в тот момент, когда я сидел, сводил как раз этот самый концертный трек, я услышал то, что альбомная версия по сравнению с этим концертным треком совершенно не вызывает у меня никаких эмоций, то есть нету вот этого какого-то кача. После того, как я рассказал про это ребятам, мы решили то, что нам нужно переработать таким же образом альбом. И получилось так, что мы взяли сырые все песни с альбома и начали играть их вживую дома, репетируя фактически, и записывать без метронома специально, чтобы выяснить, где нас тянет поменять скорость. В результате мы получили очень странную сетку скоростей для каждой песни, которую мне пришлось вложить там в гитар-прошные файлы, в проекты демо-записей, чтобы
получить тот результат, который будет звучать как живое исполнение. То есть немножко кривоватое, плавающее, такими с изменяющимися скоростями. Что, кстати, если так вот послушать, практически незаметно, потому что изменения там минимальные, но именно если их убрать, пропадает абсолютно какая-то живость в музыке. Ну и таким вот образом, разрабатывая технологию записи своего собственного альбома, мы пришли как раз к тому, что мы теперь можем все сами записать качественно, как нам нужно, после этого отправить это на сведение, потому что самому записывать, потом самому же сводить, это просто сводит с ума, одно и то же по кругу слушать. Для этого нужны свежие уши, которые по-новому будут воспринимать этот материал.